Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать очень актуальный женственный жакет несложными ажурными косами по полочкам. Эту модель я нашла в интернете без описания вязания и схему создала по фото. Поэтому у нас сегодня будет разбор данной модели. Я покажу вам укрупненные фотографии. Мы поговорим с вами, как вяжется это изделие. Я вам предложу выкройку, по которой можно вязать. И мы, конечно же, будем вязать этот узор по схеме, которую я нарисовала. Давайте сейчас повнимательнее рассмотрим. На мой взгляд, очень удачная модель, которую можно рекомендовать на разные возраста. То есть это и для молодых, и для не очень молодых, то есть на любой возраст. И, что немаловажно, благодаря тому, что у нас вот эти косы такие вертикальные, можно порекомендовать на большие размеры эту модель, потому что вертикальные косы, как правило, стройнят и вытягивают фигуру. Так, вяжется несложно, вы это поймете, потому когда мы будем вязать с вами этот узор. И, в общем-то, здесь в этих косах добавляется ажурность. У нас основное полотно связано узором путанка, и только по полочкам идет рельефный ажурный узор. Конструктивно у нас данная модель классика со спущенным плечом. Все детали вяжутся отдельно. Вот, и потом сшиваются в процессе. Вязание у нас сверху. Вязание у нас идет снизу. Все детали вяжутся снизу. Вот. Что касается пряжи. Сегодня я вам порекомендую шикарную пряжу. Шерсть мериноса с шелком. Но данную модель можно легко связать из любой пряжи средней толщины. Спицами от 3,5 можно взять 4. Вот, симпатичную такую модель, я думаю, можно будет связать довольно быстро, поскольку очень логичный узор, который не требует большого такого напряжения, да, какого-то потому что он логичный, быстро запоминается. Так, пряжа может быть в составе как с хлопком, так и зимняя пряжа с шерстью. Вот, хорошо подойдет с вискозовой ниточкой, то есть здесь с шелком, то есть большое разнообразие выбора пряжи. Так, ну а теперь давайте я вам приближу более детально, мы с вами проанализируем эту моделечку. Посмотрите внимательно, у нас планочка вяжется после того, как все детали уже собраны воедино. Вот, и она также представляет собой вот эту красивую ажурную дорожку на 2 петельках, которую мы будем сегодня с вами анализировать, как ее вязать. В схеме она есть. Вот, и между ними идут 2 изнаночные, то есть ажурная дорожка на 2 петельках вяжется, такой, знаете, вьюночек, и 2 изнаночные между ними. И также обвязка идет по вырезу горловины. Если вы обратите внимание, вот смотрите, обвязочка такая же идет вот здесь, видите, и по низу давайте посмотрим, что тут у нас. По низу, да, по низу тоже такая резиночка идет из ажурных. Вот я вам приближаю, смотрите, видите, по низу изделия тоже вот такая вот изюминка у данной модели. Узор путанка довольно распространенный, я даже не буду про него говорить, мы его будем, в принципе, вязать. Давайте посмотрим, какую я предлагаю выкройку. Вот спинка, по спиночке тоже пройдемся. Ну, очень простой вариант вязания, согласитесь, у нас снизу детальки все вяжутся, и рукава, и спинка, и перед.
Вот, и вместо резиночки, как я уже подчеркнула, мы используем вот такой вот вариант с ажуром. Чередование ажурных дорожек и 2 изнаночных петель. Выкройка у нас выглядит вот таким образом. Здесь, в принципе, можно использовать для размеров 44, 46 и для больших размеров от 48 до 52, судя по ширине. Я думаю, что у вас будут свои индивидуальные мерки, но конструктивно имейте в виду, что это вот должно как-то вот так быть выглядеть. Спущенное плечо, небольшой скос, имеющий небольшой, видите, 2 сантиметра всего в высоту. Вот как сделать индивидуальные расчеты, если вы еще никогда их не делали, то вы можете посмотреть мой бесплатный видеоурок по расчету любого вязаного изделия, где я очень доходчиво и подробно рассказываю, как посчитать петельки и как ряды посчитать. И что такое вертикальная плотность, что такое горизонтальная плотность, как она определяется. Все подробно, разжевано я вам расскажу в этом бесплатном видеоуроке. Ссылка под видео. Так, а теперь давайте посмотрим с вами схемочку. Вот схема нашего узора, который я рисовала. 16 петель у нас занимает наша ажурная коса и 14 рядов в высоту. И ажурные дорожки у нас по бокам идут 4 петли в ширину, 4 петли, 4 ряда в высоту. И затем повтор раппорта. Смотрите, про условное обозначение. Пустая клеточка – это лицевая петля. Далее, вот этот знак обозначает у нас перекрещивание 6 петель направо, и этот знак 6 петель перекрещиваем налево. Горизонтальная черта – это изнаночная петля. Что касается треугольников, эти треугольники – это мы 2 вместе лицевой провязываем с наклоном влево, эти треугольники 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Мы, собственно, с вами свяжем порядно этот узор, и я думаю, что у вас не будет никаких проблем понимания, как вязать его. Ну а сейчас, девочки, я покажу вам пряжу и как выглядит узор, который мы будем сегодня с вами вязать. Пряжу я конкретно вам порекомендую. Для вязания данного жакета, кардигана я предлагаю пряжу турецкого производителя Yarnart Silk Royal. 50 грамм, 140 метров, 35%, вискозный шелк, 65 шерсть мериноса. Шикарная пряжа, мягенькая очень. Смотрите, здесь очень хорошо видно ее немного такой блеск, мягенькая. У пряжи присутствует такой меланжевый эффект. Видите, цвет такой у нас получается с белесыми такими прожилочками. Просто потрясающе он смотрит. Камера не может передать этой красоты. Очень красиво смотрится. Вот так выглядит, девочки, наш узор. Вот такая коса на фоне узора путанка. Спицы я использовала для вязания 3,5. И вот такой у нас получился шикарный ажурный узор. Сегодня мы будем его вязать. Буквально прямо сейчас я буду показывать каждый ряд, провяжем с вами порядно. Итак, приступаем. Для вязания образца я набрала 34 петли. По центру у нас идет ажурный наш узор, ажурная коса. И с двух сторон я сделала по 4 петли путанки. Ажурный узор у нас занимает 24 петли, 2 кромочные и 8 петель по 4 с двух сторон узор путанка.
Приступаем с вами к вязанию первого ряда. Вяжем первая кромочная и узор путанка вяжем 4 петли. Первая петля изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше вяжем по схеме раппорт. Первая петля изнаночная, делаем с вами накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, делаем с вами перекрещивание 6 петель направо. Можно использовать дополнительную спицу, можно сделать как я. Технически это надо просто присноровиться, то есть довести до автоматизма эти действия. Смотрите, 6 петель я снимаю на правую спицу. Мне надо, чтобы первые 3 петли у меня оказались за работой, следующие 3 петли перед работой. Для этого я кончиком левой спицы сзади подхватываю наши 3 первых петли, высвобождая при этом следующие 3 петли. С помощью правой спицы я их подхватываю и возвращаю на левую. Вяжу 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И сейчас у нас будет снова перекрещивание 6 петель, теперь налево. 6 петель я снимаю на правую спицу. Первые 3 петли у меня должны быть перед работой, следующие 3 петли за работой. Первые 3 петли я кончиком правой спицы переснимаю, высвобождая те, которые у меня за работой. 3, вот они. Я их придерживаю, чтобы не спустились. Опять-таки, помогая себе правой спицей, я их сзади подхватываю и на левую возвращаю. У меня перекрестилось, значит, получается по 3 петли мы перекрестили налево. И вяжем все 6 лицевыми. Дальше идет изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. На этом раппорт нашей ажурной косы заканчивается, и идет 4 петли путанки, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная, изнаночная. Так, переворачиваем, и второй ряд мы вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночной. Хотела бы заострить внимание, путанка. Во втором ряду она у нас вяжется во всех четных рядах. Будет как смотрят петли, то есть над лицевой вяжется лицевая, над изнаночной изнаночная, над лицевой лицевая, над изнаночной изнаночная. И таким образом до конца ряда. Как я сказала, накиды провязываем изнаночными самостоятельно. Вяжем с вами третий ряд нашего узора. Путанка. Здесь у нас сейчас надо изнаночными будут вязаться лицевые. То есть мы вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Над изнаночными, то есть вяжется наоборот лицевые. Дальше идет раппорт узора. Изнаночная. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Изнаночная. И в косе мы сейчас будем с вами вязать ажур. 4 лицевые. Далее мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная.
накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, раппорт связан и 4 петли путанки. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали. Переворачиваем. 4 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 5 ряд. 4 петли путанки. Там, где лицевая, вяжется изнаночная. Там, где изнаночная, вяжется лицевая. Снова изнаночная, лицевая. Приступаем к вязанию раппорта. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали с вами раппорт узора и путанка лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная и изнаночная. Переворачиваем. 6 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7 ряд. Следующим образом начинаем кромочная и 4 петли путанки, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее у нас начинается раппорт узора. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, лицевая. Дальше идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Раппорт связан, 4 петли путанки, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. Переворачиваем вязание. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд вяжем. Кромочную сняли, 4 петли путанки, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Начинаем раппорт узора. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, дальше накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, нет, влево, девочки, влево, изнаночная, лицевая, 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 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
изнаночная. Раппорт связан. Путанка, 4 петли, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. И 10 ряд мы вяжем, как смотрят петли. 11 ряд вяжем. 4 петли путанки, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Приступаем к вязанию узора. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Связали раппорт 11 ряда, и путанка у нас осталось 4 петли. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная. Изнаночная вяжется. В 12 ряду все петли, как на нас смотрят, вяжем. 13 ряд у нас идет. Вяжем кромочная, 4 петли путанки, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Начинается раппорт узор. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Дальше 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали раппорт узора, и 4 петли осталась путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной, переворачиваем 14 ряд, вяжем, как смотрят петли, и повтор идет у нас узора с 1 ряда.